Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что в эти предновогодние дни мы вместе. Вы здесь, на канале, мы в прямом эфире. Игорь Мосейчук на связи. Игорь Владимирович, приветствую вас. Приветствую вас, Александр, приветствую наших зрителей, всех с прийдешним Новым годом, всем мира, добра, здоровья, благополучия и достатка в семье. Друзья, спасибо большое, что уже поставили лайк. Поддержать канал можно посредством спонсорства, суперчаты, суперстикеры. В общем, кто давно в Ютубе, тот знает, тот в курсе. Кто недавно, кому проще. И работает сервис, QR-код возле меня. Вопросы Игорю Владимировичу собираем, как обычно, в сообществе YouTube, анонс нашей встречи. Также, естественно, клуб зрителей Шелест, закрытый клуб. И, конечно, вот с чатом будем общаться 100%. Начнем прямо сейчас. Ну, ответы на вопросы в самом конце. Значит, вопрос сегодняшнего эфира, он такой. Максимально приурочен к смене цифр на календаре. В 2026 году война закончится, и варианты. Да, в первой половине. Да, к концу года. Нет. Ну, будет, возможно, одно-два перемирия, но война, в принципе, не закончится. Вот как-то так. Ну, или еще один вариант. Нет. Расширится на Европу или соседей. Короче, будет цеплять уже какие-то другие соседние с Украиной страны. Ну, речь, понятно, не о Российской Федерации, а о каких-то других направлениях. Поэтому голосуйте. Интересно ваше мнение. Давайте с этого вопроса начнем, потому что у нас новостей как из рога изобилия. У нас что-то принял Зеленский, ну, это позже. По поводу войны 26-го года, как вы думаете, какая ее судьба? Молю Бога и каждый день это делаю, и с аккуратной такой осторожностью, вы знаете, я не люблю, да, прогнозировать эти все вещи, где-то посрединке. Я имею в виду, что мирный процесс начнется реальный, не имитация, не то, что мы там наблюдаем это все время, а реальный мирный процесс начнется где-то к середине года, ближе к середине года. Я обосновываю это свое осторожно, обосновываю на том, что, я думаю, к этому времени пройдет смена политической власти в Украине, в нашей стране. Без смены политической власти в стране мир невозможен, мира не будет. Это стало очевидно вчера, более очевидно сегодня, и фактически мы прекрасно понимаем, об этом уже заявила русская сторона, что переговорного процесса с Зеленским и его командой не будет. При том, что через Трампа что-то обещают говорить и что-то передавать, но мы прекрасно понимаем, что это ни о чем. Я вообще считаю, что идеальным вариантом было бы вернуть субъектность парламенту под баталом НАБУ. Трампа. Ну, понятно, что... Нет, Трампа, который приедет, выступит с трибуны, все откроют рот. Обратите внимание, Александр, как он сказал, да, стоит Зеленский рядом, а он говорит, я не к вам, Владимир, приеду, я вот не это, а я приеду к парламенту говорить. То есть отсыл был, для всех мыслящих людей отсыл был. С тобой мы поговорили, и явно ни о чем. Я, если надо будет, приеду к парламенту. Батог у него есть. Вот эта вся история, там кто-то пытается рассказывать, что НАБУ, САП управляются там этими евроглобалистами, все вот этой публикой. Ребята, прекратите заниматься конспирологией. В НАБУ
и САП, которые есть органами внешнего управления Соединенных Штатов Америки, которые их создавали, сидит офицер Федерального бюро расследований, ФБР, который совсем недавно прибыл и был назначен лично Кэш Патель. Ну, вы не сомневаетесь, что директор ФБР действует в интересах администрации Трампа, а не глобалистов? Это раз. Второе. Финансирование дополнительное. НАБУ и САП и техническое обеспечение получают как по линии того же ФБР, так и по линии Госдепа США. Марко Рубио, вы же не подозреваете в работе на глобалистов? То есть, Не-не, Марко Рубио как раз очевидно, подозреваем. что Не-не, это... подождите. Марко Рубио подозреваем. Не надо. Тут как бы мы понимаем уже 50 оттенков республиканцев. Поэтому Марко как раз-таки, он чей надо Марко. Ну, Александр, я думаю, что влияние на НАБУ имеет администрация Трампа. И на сегодняшний момент мы имеем ситуацию, когда наша страна полностью находится под внешним управлением, и даже путь к миру выстраивается благодаря тому же внешнему управлению. Вот это дело народных депутатов, которые брали ЛВ. Да, именно тех народных депутатов, которые брали лаве. Отключился у нас Игорь Владимирович. Сейчас, возможно, переподключится. Тяжелый интернет сегодня, я вот заметил. Трансляции запускаются через раз, связь барахлит, падают разного рода, в Европе конкретно, транспортные компании с расписаниями совсем на свете. В общем, такая достаточно сложная атмосфера. Уработались, скажем так, компании коммуникационные в режиме, собственно, Нового года. Ну и, как видим, тоже, в общем-то, сложно, так сказать, предпринять что-то более-менее внятное. Так, Игорь Владимирович, приветствую. Да, снова. Привет. Здравствуйте. Слышно, видно, хорошо. Вижу. Да, ну будем надеяться, сейчас как бы вернется все на круги своя. Смотрите, давайте вот непосредственно, потому что связь нас немножко ограничивает, я так понимаю, да, давайте успеем пройтись по главному. Я хочу вот даже не с Валдая начать, не с вот этой всей истории с ударами по, собственно, там, по были, не были, вот эти все моменты, да, там, по резиденции. Я не пойму, что с Зеленским происходит. Значит, Зеленский опять достал из широких штанин телефон и давай надиктовывать сообщения. Причем то говорит, я готов встречаться с Путиным в любом месте, главное, чтобы россияне не боялись. То говорит, что, собственно, американские миротворцы обсуждались. То есть абсолютно какая-то, ну, и вот, мол, давайте, американцы, гарантируйте миротворцев. То вышел, и это просто отрыв башки перед Новым годом. Такое ощущение, что... Нет, если бы 31-го вечером, провожая уходящий год, можно было бы что-то там, собственно... Да, как бы там, видимо, хомячок бежит на мегабайтах. Может, сейчас его подтолкнет Игорь Владимирович. Ну и финальный, конечно, момент. Это то, что Трамп хочет, чтобы средняя зарплата в Украине выросла в 3 раза, говорит Зеленский. Ну, в общем, суть вот этих всех сообщений, абсолютно всех сообщений. Так, о, вы хомячка, который крутит у вас мегабайты интернета, пнули, да? Вроде как... Да. Вроде как лучше. Смотрите, вот эти 3 заявления, это вот последнего часа заявления. Я хочу, чтобы вы прокомментировали. Потому что кажется, что у нас вот это все шутки да прибаутки по поводу веществ разного толка. Вот, так это вот оно.
Это же откровенная какая-то, ну, абсолютно на голову не напялишь, несоответствующая ситуации по поводу встречи, как она прошла, вот этих обвинений со стороны россиян, их выхода из переговоров, или как не выхода, а вот корректировки формата переговоров. А он нам говорит, что Трамп украинцам зарплату хочет поднимать. Ну, я говорил и повторюсь, Зеленский находится в неадеквате. Это точно неадекват. Я думаю, что его поймали по красоте вчерашней истории с Валдаем. И обойти ее никак не получится. Я очень кратко скажу. То, что говорят в военных кругах Европы и США на сегодня, было зафиксировано полет 18, не 91 дрона в Нижегородской области по направлению к Валдаю. Все они были сбиты, действительно, 18, ничего они не прилетели. Тут ситуация в другом. Наши не комментируют, обычно всегда комментируют, да? Крымский мост, ура! Кремля там зацепили кусочек башни Спасской, ура! Операция «Паутина», ура! А тут не комментируют. Ну, не комментируют тогда, когда не долетает. Если бы хоть куда-то долетело бы, обязательно нашелся кто-то, кто первый выскочил бы и рвал бы на груди рубашку, что мы тут мы. Тут не долетело, было сбито, поэтому комментариев не было. Но ситуацию изучил, решил использовать Кремль. И использовал ее информационно-дипломатически по полному учит разговор Трампа Путина. Я склонен верить Ушакову не потому, что это Ушаков рассказывает о разговоре, потому что Белый дом Да, в общем, Белый дом, значит, склонен верить Ушакову Игорь Владимирович. Ну, в общем, как говорится, но интернет не верит, собственно, в наши силы, в наши способности восстановиться. Да, значит, друзья, как бы интересно, что было, не было, понятно, что все сбили. Понятно, 81 или еще как-либо, но тут понимаете, в чем дело? Называть это фейком тоже нельзя. Ну вот фейком, как пошел Зеленский, понеслась от Сибиги. И вы заметили, какие очень разные дипломатические ответы прозвучали? Абсолютно разные. Я имею в виду от Индии, Арабских Эмиратов, там все очень выверено, там нет такого там прямо Зеленский такой-сякой, нет, там все очень как бы культурно. Нам бы такой дипломатии учиться и учиться, хотя, казалось бы, у нас очень хорошая школа дипломатии, безусловно. И, понимаете, как бы тут тоже такой эпизод очень и очень болезненный. Тут же четкая работа на Трампа, конкретная работа на Трампа, Игорь Владимирович. Да, я вернулся к вам. Вас, к сожалению, не вижу, но. Ну так вы Ушакову верите, это понятно. Закончите мысль. Я верю не Ушакову, я верю Ушакову потому, что Белый дом, ну, когда разговаривают двое, когда разговариваю, например, я с вами, да, не в эфире, а просто разговариваю. А потом я выхожу, вот недавно даже был такой случай, я выхожу и публично говорю, с Александром Шелестом все нормально, да, вот все в порядке, все хорошо, вы выходите и не сказали, Мосичук наврал, правильно? Потому что это общение между нами было. Выходит, что было такое общение между Трампом и Путиным. И все, что сказал Ушаков, соответствует действительности в этой беседе. Да.
Поэтому ситуация, ну, насколько зашла далеко, что, по-моему, у Владимира Александровича сорвало крышу. А плюс он вернулся, тут на голову одели это дело депутатов, которые получали за голосование ОЛАВ с кассы Тимура Миндича и Сергея Шефира. Да, в общем, глушат Игоря Владимировича, как мы видим, дорогие друзья. Дело депутатов, это, конечно, еще нам предстоит сейчас разобрать. Мне интересно, Игорь Владимирович, а где Юзик в этом деле депутатов? А Юзик свалил. Свалил, тихонько свалил, его предупредили, ушел в лес, как говорил классик, да, с которого начиналось дело депутатов на самом деле, Трухин. Свалил в лес, я даже объявил, и у вас в эфире повторю, что объявляю награду тому, кто найдет, где он сбился, где он прячется, вот, точно от меня вознаграждение. Кто сообщение напишите, где находится Александр. Да-да, все в порядке. Да. Александр. Да, вы меня слышите? Да, где находится... Да, я вас слышу. Где находится господин Юзик? Потому что, ну, это действительно загадка. Вот, Юзик пропал. Депутатам предлагают идти на сделку со следствием, давать показания на Арахамия Зеленского. Обыскали Парковый, а там не офис «Слуги народа», а кабинет, бэк-офис Давида Арахамии, грубо говоря. У Арахамии свой бэк-офис. Конечно. А если бы еще спустились в подвал Александра, так это ж вообще, там же прекрасная история в подвале на Парковом. Это знают ну, многие, но ограниченный круг людей. Я расскажу нашим зрителям. В цокольном этаже Паркового находится дата-центр, компьютерный центр. И ничего страшного в этом не было, если бы оттуда не было двух интересных выделенных линий. Может, их и больше, но я про две знаю. Одна выделенная линия связывает дата-центр с Национальным банком, а вторая с Центральной избирательной комиссией. Очень интересно. А это не к выборам ли и не к референдуму ли, Игорь Владимирович? Ну вот, да, где, знаете, вот посмотришь на этот дата-центр, на эту выделенную линию и думаешь, как бы пойти в ДИИ, да, проголосовать. Это самое. То есть, ну, ситуация такая. Вот он приехал, вот это все свалилось, а сегодня еще и СБУ подарок подкинула. Притом, я думаю, СБУ бежала на опережение, потому что там НАБУ этим занималась, и они решили опередить. Сегодня задержан в Киеве Сергей Сачук, адвокат. Он Да, этот адвокат, это адвокат Игоря Коломойского непосредственно, поэтому, собственно, это действительно такое событие, да, этого, как это, зелено-гнидного мира, вот такое, да? Да. Решение вопросов налоговых. Алло, Игорь Владимирович. Да, видимо, не дают нам все-таки поговорить. Рэбы работают. Рэбы Да, не в все смысле... ничего, но Рэбы не в смысле раввины, а рэбы в смысле... Ну, вы поняли. Рэбы. рэп в смысле интернета. И этот самый, и все ничего. Но этот Сачук, это ближайший друг, бизнес-партнер безработного Миши Подоляка.
который безработный, он на общественных началах в офисе президента, то есть денег с бюджета не получает. Каждый день нам рассказывают, что ухилянтов нельзя там к выборам допускать, ну и подобную хрень собак. Значит, они вместе деньги делали, они вместе в Павелко вымогали 3 миллиона, чтобы не открывать уголовное дело, не преследовать. Я видел документ, составленный этим Сосюком, слышал аудиозапись, где голос подалека. Он, кстати, там очень нелицеприятно об умственных способностях Владимира Александровича отзывался. Ну, видно, Зеленскому нравится держать таких людей, которые его за дебила считают. Вот. А тут еще на меня вышел один человек, говорит, так из меня Миша 3 хотел за решение вопроса. Ну, прям какой-то Миша Трилян. Тюремная кликуха уже готов. Это самое, понимаете? И это все на голову Зеленского. И вот его понесут. Вы абсолютно правильно, я не знаю, было там качественное колумбийское счастье, некачественное, не знаю, я в этом не разбираюсь, я вообще против. Вот. Но факт тот, что реально с вот этими вопросами, которые вы подняли, ну, впрок к психиатру. Ну, реально впрок к психиатру. Да, Игорь Андреевич, ну смотрите, у нас сейчас как бы обстановка как бы так себе, да, я там отключил поток своего видео к вам, поэтому мы так, вы так сейчас в формате таком полутелефонном не видите, но вас видно периодически, поэтому проблема сегодня целый день, друзья, еще раз, ну, Новый год, устали провода, устали Wi-Fi, понимаете. Я бы хотел, знаете, вот как бы немножко... Мы сейчас поговорим о внутренней истории, особенно что касается ТЦК, особенно что касается Ермака, особенно что касается, ну, собственно, вот этой всей братьи, которая прославилась в 25-м году особенно сильно. Но я бы хотел все-таки, вот, чтобы недосказанно не осталось, смотрите, Лавров говорит выборы, говорит, выборы, мандат получили, соглашение мирное подписали. И это он говорит не Зеленскому, который выходит и говорит, я готов встретиться с Путиным, давайте встретимся, если не боитесь. Ну, понимаете, наглость, конечно, такой высшей меры, высшей просто меры. Но дело даже не в этом. Лавров говорит, будем подписывать мирное соглашение после того, как будет, ну, обновлен мандат. Скажите, смотрите, какая судьба дальнейших переговоров? Александр, я думаю, что дальнейшие переговоры возможны исключительно без Зеленского. Это уже вопрос фактически понятен, решен, очевиден, и это одна из причин, по которой у него начинается психическое расстройство. Реально, вот эти высказывания, которые вы цитировали, они только к психиатру можно с ними сходить. Значит, думаю следующее. Первое. Думаю, что есть вариант сыграть в парламентскую историю под батагом Трампа, да, то, что мы с вами говорили. Либо проводить выборы. Проводить выборы во время боевых действий невозможно. Можно нарисовать на коленке какой-то результат, но это не будет результат выборов. Очевидно, что правильно было бы для страны, для людей, для народа, для международного сообщества все-таки, чтобы власть перешла к парламенту, чтобы Зеленский завтра в 12 сказал, он как там в интервью Fox News сказал, что отдохнуть хочет, да? Сказал бы, я устал, я ухожу.
И парламент, имея полномочия, сформировал какое-то новое коалиционное правительство без влияния банковой, этой зеленых гниц банковой, и начал переговорный процесс. Я вообще за то, чтобы переговорный процесс был прямым, потому что любые посредники ни к чему хорошему, и со всем уважением к Дональду Фрейду. Опять-таки прямые переговоры кого с кем, тут же тоже такой момент. Понимаете, с кем Лавров будет говорить, с кем Путин будет говорить. Ну, не с Зеленским, вы об этом только что сказали, это действительно так. Однако тут другой момент, принципиально важный. Зеленский же прикрывается, ну, понятно, своими этими сегодняшними заявлениями. Ну, правда, такое ощущение, что корпоратив в офисе президента, и они там что-то накидались и, в общем, наговорили. Хотя вроде голос трезвый. Может, это вообще искусственный интеллект сгенерировал эти ответы. Меня интересует другой момент. Референдум. Тут ЦИК говорит, мы создали систему автоматизированную. И он его будет пропихивать. Говорит, вот эти 20 пунктов, на которых ухом не повел Трамп, ухом в Мар-а-Лаго, 20 пунктов, люди проголосуют. А он вообще ему так фиолетово ему, понимаете? Он их хочет ставить на референдум. Но референдум-то незаконен. Ну, незаконен. По всем пунктам. Александр, смотрите. Для того, чтобы говорить о референдуме, надо хоть раз в жизни, занимая должность, открыть книжечку, которая называется «Конституция Украины». Там черным по белому прописано, что референдум будет незаконным. От слова вообще. Пытаясь прикрыть свою зеленую дупу и избежать ответственности, он хочет переложить на людей ответственность, на все украинское общество, но нет, этого не будет, реально не будет. Игорь Владимирович, важный момент. Получается, что Россия четко сказала, мы за вот эту атаку беспилотниками будем давать какой-то, уже цели определили, какой-то ответ. Сейчас гоняют и разгоняют, что это может быть удар орешником, удар тактическим ядерным. Это может быть какой-то, ну не знаю, по центру, по Банковой прям, да, вот нанесен удар. Об этом Зеленский сам говорит. Сегодня гоняет жужжалка целый день, целый божий день. Лебединое озеро, всякие там ракеты на Киев. Что вы думаете насчет ответа Кремля, исходя из того, ну не из этой волны дурацкой, да, вот этой, все ж хайпут, сейчас вот, или правда орешником куда-то влупят, а куда? Ну, Александр, на самом деле есть ряд вариантов ответа на, как они говорят, удары беспилотников, хотя это и не удары были, атака беспилотников, ну, будем так говорить. Значит, на атаку беспилотников. Очевидно, что больше всего я склоняюсь к тому, что будет нанесен очень сильный удар, возможно, и с применением орешника по энергетической и транспортной инфраструктуре. Это Бескидский тоннель, это порты, да, это ЗАЭС, да, мосты. Да, абсолютно. Добьют ее, погрузят в блэкаут, остановят транспортные сообщения и так далее, так далее. Это, очевидно, будет тут самый вероятный вариант ответа. Я не верю в удары по правительственному кварталу. Они будут выглядеть красиво, но с практической точки зрения могут принести только смерть там каким-то дворникам и людям, которые там живут, да, годами. Ничего
никакой пустые здания, разрушение пустых зданий. Зеленский сидит в бункерах. Эти бункеры построены при Советском Союзе. В Москве прекрасно их существовании знают. Добить туда нереально. Они были построены для советской номенклатуры на случай ядерной как раз войны. И они выдержат. Я был в нескольких таких местах, и я понимаю, о чем я говорю. Поэтому, ну, зачем бить по пустым зданиям? Уподобляться актерам, снова же таки, пиариться. Ну, вот так вот. Потом второй момент. Удар, можно рассматривать ликвидацию Зеленского на то, что намекнул, прямо не намекнул, а прямо сказал Медведев. Но я в это тоже не верю. Почему? Объясните. Да, они могут сказать. Ну, смотрите, договорняк нарушен. Так, Они могут да, сказать, с этой стороны. да, договорняк нарушен. Ну, тут же понимаете, в чем дело? Тут как бы говори. Смотрите, тут есть такой очень важный нюанс. Я хотел бы вот, чтобы вы тоже об этом подумали. Я почему вот так осекся и вам говорю о том, что мы уже, ну, простите, 4 года скоро вот такой полномасштабной большой войны. Вместе всю жизнь, да, испокон веков, там, российский народ, украинский народ, некоторые говорят, что это один народ, даже вот эти все годы независимости, независимая РСФСР, Российская Федерация, независимая Украина, плечом к плечу разное было. И Путина мы хорошо знаем у власти. Вот все можно посчитать, можно подумать, какой ответ. Но он же должен что-то выйти и сказать. Понимаете, тут же это ведь цирк, это вся игра. Опять-таки, они могли ничего не говорить, россияне. Они могли сказать вот так-то и ударить. Ну, конечно, теперь что-то обязательно произойдет. И он должен сказать российскому народу: смотрите, вот это за это. Иначе, если он этого не скажет, российский народ Путина как бы не очень-то поймет. А там другой народ, не украинский. Там правильно. Куча народов, там империя, там куча людей, которые смотрят с разных позиций религиозных, национальных на происходящее. Правильно. Я вам скажу так. Я как раз и рассуждаю о вариантах, которые позволят сказать, что мы ответили. Они не могут оставить после того, что сказали, без ответа. Им по-любому надо будет дать ответ. Учитывая это, Александра, они в любом случае должны что-то исполнить. Я сказал уже, я склоняюсь, что это будет удар очень сильный, мощный по критической инфраструктуре, ощутимый, который будет превосходить в несколько раз предыдущие удары. Он не будет нести там большое количество жертв, но будет очень ощутим для транспортной инфраструктуры, для энергетической инфраструктуры. И этот момент позволит выйти и сказать вот да. Ликвидацию Зеленского я не верю, потому что сколько выгоды принес Зеленский Российской Федерации, никто им так в этой войне не помог. Никто. И двушечкой на Москву, и другими вещами никто так не помогал Российской Федерации в этой войне, как помогал своими действиями Владимир Александрович Зеленский. Поэтому убивать его сенса нету. Какой сенс убивать человека, который фактически своими действиями, осознанно, неосознанно, это исследователь разбирается, содействовал войскам Российской Федерации, содействовал, понимаете, держал Сырского, превратил армию в мясокомбинат,
устроили беспредел ТСК, который демотивировал массу людей защищать страну и так далее, и так далее. Это все ответственность этого человека. Зачем русским его убивать? Ну, это с точки зрения такой подхода такого имперского, его должны украинцы наказать, понимаете? Это да. Вот С в этом... с этой точки зрения, да. С этой точки зрения, да. Помните, я вам про Сава рассказывал, как к гетьману казаки приходили? Да, да. Вот, Смотрите, я хотел бы вот что тут подчеркнуть. Вот эта вот вся история о том, что... Ну, мне, если честно, как-то уж противно. Противно от отношения к людям, к народу украинскому. Значит, вот это вот выражение лица Зеленского, помните его там усмешку, когда выходит Трамп и говорит: Путин хочет, чтобы Украина процветала. А сегодня это же четкое слизывание манеры. Он выходит и говорит, что Трамп хочет, чтобы Украина процветала. Зарплаты, восстановление, вот это вот все. Понимаете? Эти такие тупые, ну, такие полупредвыборные, полу какие-то, не знаю, сахарок этот под плеткой, где-то там в будущем, выглядит как какая-то вот абсолютная дичайшая история, издевательство над людьми, которые сидят без света, у которых гибнут люди, которые сидят и ждут. Ведь сейчас же, понимаете, очень важный момент по поводу украинцев хотел с вами обсудить. Сегодня Владимир Бойко, журналист, ну он там в запасе, по-моему, уволился, в ВСУ, ну, как бы, он по возрасту как бы форму носит, но вроде как не служит именно прям служит. Но он с первых дней служил, журналист украинский, который Шабунина гонял. Он расписал ситуацию с Гуляйполем. Я думаю, вам попадалось, вы видели. Это, конечно, феноменально. Но там же как? Вот это все. Видео Володю Бойко, ну, он абсолютно красиво, правдиво расписал всю ситуацию. 2 недели понадобилось русским войскам, чтобы захватить Гуляйполе. 2 недели от первого. Да, опять у нас, собственно, что со связью. Да, 2 недели понадобилось, Игорь Владимирович. Но тут же Да, 2 недели. я хотел бы, смотрите, я хотел бы вот что подчеркнуть. Вот, это очень важно. Люди, во-первых, навоевались, а во-вторых, ну, они же видят, что происходит с коррупцией, видят, что с переговорным процессом, видят, как вот это ломают Зеленского. Никто не хочет умирать в самом конце войны. Поэтому и ушли. Александр, плюс к этому изначально формирование ТРО – это одна история. Туда записывались люди, которые хотели получать 100 тысяч и сидеть возле дома воевать, где-то во Львовской или где-то в области. А пришлось ехать гибнуть. И началось массовое СЗЧ. И Володя Бойко абсолютно правдиво пишет, были роты по 8-10 человек. Что они удержать могли? Ничего. У меня мой близкий человек служит как раз в тех краях, будем говорить, и вот он водитель, едет с офицером забирать этого самого, забирать пополнение. Приезжает, а пополнение 58-59 лет, дедушки, мужики, которые уже в возрасте, которые броню на себе носить не могут и так далее. То есть, и их везут туда, и получается что? Получается мясо человеческое. То есть, их везут фактически на утилизацию. Ну и естественно, многие это видят, уходят опять же в СЗЧ и так дальше. Поэтому это абсолютно нерабочая система. Плюс к этому, Александр, ну давайте скажем честно. Страна платила людям, мы с вами платили, налогоплательщики платили деньги людям, чтобы страну защищали. И не маленькие деньги. Люди квартиры получали, люди там бизнес поделали потом. Я имею в виду кого? Правоохранители
Я имею в виду кого? Пенсионеров, правоохранителей, военных пенсионеров, которые в 40-45 лет вышли на пенсию и сидят под броней в Киеве, пьют пиво. Или вторые сидят, пьют пиво, айтишники с колл-центров. Понимаете? Люди это видят, то такие ряхи, да, сидят. А косого, хромого хватают старого на утилизацию туда. Ну, кто будет защищать? Плюс, ну, смотрите, як не золотой унитаз Миндича, так в конвертах депутатам. Мы про это говорили, еще покойный Антон Поляков бывший, я думаю, его за это и убили, что он первый дал показания по этому поводу. Як не зарплаты в конвертах, так Миша 3 лимона. Понимаете? И это все происходит, это люди видят, это ж на глаза. Это ловят же за руку. Люди не знают, как в темноте, в холоде, без воды, продуктов питания в магазине нету, все портится, да. А тут берет 100 штук, его за руку ловят, вся страна видит. Это, ну. А теперь еще один момент. А что, думаете, люди не видят? То Стасюка, допустим, 2 объекта недвижимости в Испании. У них у каждого объекта недвижимости уже есть по Европе. Ну, Наши такая... соотечественники, которые... Они же не лохи, понимаете? Не, я понимаю, но надо вот сейчас момент, когда надо себя ощутить народом, ощутить нацией и понять, эти подонки нас обокрали. А мы знаем, что, например, в условном Аликанте или в условном Марбелье вот эти и вот эти. Вот там, а там, а там. Брать их за ухо, идти в местные органы власти и говорят, вот отмывание денег, вот отмывание денег. Вот они пришли нищими в 2019 году в парламент, с помойки их подобрали, отмыли, обтрусили, в конвертах давали, и вот они у вас купили квартиры, виллы, яхты, ламборгини зеленые и так далее. И поверьте, никуда эти европейцы не денутся, они будут расследовать. Надо ловить этих крыс зеленых за хвост и головой об эту недвижимость, которую они накупили за счет умирающего народа, канающего народа, всплывающего кровью народа. Потому что юзики какие-то, ну, юзик ушел тихой водой. Ну, это вообще какой-то, это самое, уже... А вы видели эти необезображенные интеллектом лица Цукермана и Миндича в Израиле? Ну, это же вообще они смеются. Они просто насмехаются. Да, они ничего не боятся. Да, Миндич тот вообще играет Коломойскую в юности. Понимаете, вот в этом общении, да. Меня там ткачу вопрос, он когда сжал руку Миндичу. О, в самом интересном месте, как говорится, да? Когда он жал руку Миндичу. Да, когда жал руку Миндичу, он не ощутил, что она в крови вся. Ой, да не, он тепло ощутил, Ну, теплышко это... ему там возле моря и все. Ну, смотрите, тут тоже такой момент. Сегодня пришли же новости, 2 из Арабских Эмиратов. Одна, ну, осуждение удара по резиденциям. Кстати, тоже очень удивительно, потому что в Арабских Эмиратах там денежки. И я прям так у себя в телеграм-канале написал, когда пришла новость. Говорю, подождите, что-то непорядок. Туда же денежки отправляют каждый месяц по хорошей сумме на фирмы. Ну, отмывают, понимаете? А там просто законодательство такое, что как бы отправляешь денежки, ну, хорошо.
Ну, то есть мы это с вами даже, по-моему, разбирали. А тут такая реакция политическая. Так вот, Да, да. приходит новость о том, что BBC Украина вот делится, что Арабские Эмираты хотят купить часть Firepoint украинской оружейной компании, вот Миндича как раз. Значит, оборонная группа Edge, принадлежащая суверенному фонду Эмиратов, планирует приобрести миноритарную долю в украинской компании, близкой скандальному бизнесмену Миндичу. Значит, по словам источников, продадут 30%, треть, 760 миллионов долларов. Слушайте, а это вообще уже интересно пахнет. Если это соответствует действительности, то действительно пахнет очень неинтересно. Тут я не могу с вами не согласиться. Это действительно Да, действительно. Ну, такой запашок, знаете, специфический. То есть месяц, каждый месяц по определенным суммам, там 50 миллионов, кажется, 49, 50, перечисляли на какие-то фирмы, а потом такой раз, и такая новость. И причем в какой момент? В тот момент, когда Ткач нашел Миндича, как бы собственника вот этой компании, которая, я напомню, компания Firepoint занималась поиском локаций, кастинг-площадок, короче, кино, вино и домино. Игорь Владимирович, вы с нами? да, я с вами. Забывайте, что один из отцов зеленой коррупции, людей, которые начинали еще в довоенный период, сидит Андрей Мырин. Да, Андрей Гмырин сидит, я так понимаю, в Арабских Эмиратах. Это Гмырин один из кошельков Зеленского. Есть выходы о нем. Очень интересная информация. Очень интересная. Александр, Да-да. Александр, Да-да, Игорь Владимирович, да. Александр. Продолжайте. Вы про Гмырина вспомнили, да? Андрей Гмырин, and Company сидят там, отмывают деньги, скуповывают десятками квартиры, ну и так далее, и так далее. И, естественно, у них уже появилась смычка с властями Арабских Эмиратов. Более того, давайте вспомним, как отдали Христенко. Без суда, следствия и всех остальных вещей. Просто взяли и отдали. Чуть ли не в мешке. Потом козью морду СБУ показала в Киеве, говорит, мы его в Киеве задержали. Он переместился, телепортировался с Эмиратов в Киев. Это был первый сигнал о том, что они наладили отношения с руководством Эмиратов. А это, знаете, я вам скажу такую ситуацию, Александр. А это значит, что там не миллионы, там миллиарды. А возможно даже назвать страшно. Да. Там просто Да, такие деньги, друзья. которые заставляют шейхов жертвовать репутацией Эмиратов, которые они гордятся. Ну, видимо, да. Куш действительно большой. И прав Трамп, прав по поводу 350 миллиардов, да. Там вот многие другие рассказывали. Там, едут какие-то американцы, например, по Украине, там, и говорит, ой, у вас тут строится заправка, у вас тут еще что-то, у вас, смотрите, какие крутые, богатые люди, а что они, а как они заработали? Да как, за ваши деньги, не с бюджета же, а вот с ваши деньги, в бюджете дыра, и мышь повесилась. Друзья, давайте подведем итоги нашего голосования, единственное, что готов вам сказать, приходят новости. Кстати, вот чат трансляции, напишите, кто смотрит. Знаю, что смотрят, не именно оттуда, но где-то вот из Московской области, Подмосковья, Москвы. Значит, тут внезапно нам сообщили, что Раменская, там, 120 тысяч человек без света, микрорайоны отрубили.
Вроде дроны туда летели, на Москву, да, но Россия сообщает, российская сторона сообщает, что это не дроны, а эти самые, в общем, авария. Ну, в общем, какая опять такая история, да, мы уже это помним, как Жуковский, по-моему, да, Жуковский отключали и говорили, вот, отключили, а потом так говорят, да нет, есть в Москве свет. Напишите в чат трансляции, кто оттуда, вот прям реально оттуда. То есть, смотрите, встреться, Путин, со мной, встреться, если не боишься. Ну, это же просто какое-то издевательство. Игорь Владимирович, вы здесь? Да, я здесь. Да, вы, я так понимаю, отключили видео, чтобы как бы экономить трафик, судя по всему. Или вас просто видео не показывает. Но, тем не менее, спасибо большое, что в любом случае вы здесь, вы с нами. Значит, ага, вот вы появились, это прекрасно. Раменская, 120 тысяч человек без света, представляете? Ох, как у нас разгоняют, понеслась. Вот вам, мол, под Новый год. Потужно? Ну, ситуация максимально к Новому году подходит к пику. И я думаю, что будем видеть ситуацию очень и очень печальную в эти оставшиеся часы перед Новым годом уже, оставшиеся сутки перед Новым годом. Ситуация явно будет идти по накаляющейся. Путин не позволит себе проиграть, и поэтому будут использованы средства, чтобы нанести удар какой-то, ответить. Поэтому, друзья, берегите себя и берегите своих близких, детей. Сейчас, я думаю, инфраструктура вся будет под угрозой, поэтому как-то постарайтесь избежать этого всего. Да, значит, ну вот пишет чат трансляции, что в Подмосковье писали, в Жуковском есть, в Химках есть, в Долгопрудном сидели 2,5 часа без света. Кто-то пишет, ну, непонятно, кто пользователь, не могу назвать по имени, потому что там через собачку, ну, так отображается. Вот пишет Иван, свет есть, Раменская. Саня, не верь, я из Раменского, пишет пользователь. Ну, вот видите как. В принципе, повторение мать учения. Как про Жуковский. Как про Жуковский, да. О, кто пишет, Алтуфьева, все хорошо. Привет, Алтуфьева. Да, да. Снегопад в Москве. Друзья, Сандра Ян дарит спонсорство вот здесь, поэтому, если хотите, переходите. Спасибо, что поддерживаете канал, ставьте, пожалуйста, лайки, не забывайте перед новогоднее. Тут, понимаете, света нет, ой, свет отключили. Пожалуйста, с Игорем Владимировичем не можем нормально связаться. Все валится, все к Новому году вот в такой формат приходит. Эти поезда не едут, все опаздывают, в общем, ну, это дело такое. Подведем итоги опроса. Но я утром иду в баню, Александр, по традиции. Вы, главное, в Ленинград не прилетите. Не-не-не, самолеты в Ленинград. Потому что... Я там в отпуске под санкциями, поэтому... Вас жена не поймет. Не прилетите в Ленинград после бани. Ой. А там еще и полит какой-нибудь встретится. Да ну его вам. Игорь Владимирович. Так, значит, опрос, итоги опроса. В 26-м году война закончится. 13% нет, будет 1-2 перемирия каких-то таких недолгих на праздники, там типа Рождество, Пасха, там что-то еще. И, в общем, а так война все будет продолжаться весь год. 24% нет, расширится на ЕС или соседей. Есть еще вот такой вариант, и он набирает 28%, как бы серебро, второе место. Да, закончится в первой половине, и к концу года 35% считают, что закончится. Ну и того суммарно, слушайте, у нас как 63% считают, что... Мирный год, Александр, мирный год. Да, 63% считают, что в следующем году все закончится. Ну, это уже обнадеживает. Это
очень хороший результат, друзья. Для этого надо работать, надо информировать, надо поддерживать, надо двигать информацию. Сейчас информационный мир таков, что шутки шутками, а э, миллион репостов могут заменить одну ракету. Это да, хорошее сравнение, кстати, про миллион репостов и одну ракету. Поэтому, друзья, не стесняйтесь нажать лайк, не стесняйтесь где-нибудь поделиться видео, не стесняйтесь переходить в Телеграм к Игорю Мосичуку, ко мне, отмечаться там, в общем, делать репосты. Это всегда очень помогает, это всегда очень здорово. Игорь Владимирович, ну, смотрите, ситуация такая у нас сегодня со связью, ну, так бывает, конец года, знаете, все уже устали, и интернет устал, мы его понимаем прекрасно. Давайте попробуем все-таки с вами в формате вопросов и ответов как это все будет выглядеть, попробуем поработать. Я думаю, что у нас получится. Ну, знаете, как вот это, очень проще, очень просто. Если вот такой хреновый интернет, значит, будет лаконичный ответ. Если что-то не успеем, традиционно Игорь Мосейчук ответы на вопросы из сообщества YouTube берет непосредственно из нашего анонса, поэтому ничего не пропадет. Подписывайтесь на Мосейчука, на его канале, собственно, такая же рубрика есть. Есть. Так, Игорь Владимирович, готовы к вопросам? Да. Да, готов, Игорь Владимирович. Тогда поехали. Значит, из закрытого клуба зрителей начнем отсюда. Василий, проблема зеленой гниды существует? Устранение одного субъекта решит изменение массового сознания? Смотрите, массовое сознание абсолютно не настроено на поддержку зеленой гниды. Не судите о массовом сознании, исходя из пропаганды, исходя из источников информации, которую кидает Банкова. Вы видите, только что опрос у Александра, 64% мир в следующем году. Враг мира сейчас один, его имя Владимир Зеленский. Но я считаю, его надо устранить в исключительно конституционный способ, поместить на скамью подсудимых и судить. Так, значит, продолжим. Следующий вопрос, ну, такого же примерно содержания, но тут интересен другой момент. Андрей, может быть такое, что история с атакой резиденции Путина создана найти повод для отмены личных гарантий безопасности Зеленскому, так как он стал непродлимой проблемой, с целью дальнейшего в той или иной степени отстранения? У нас в России эту тему с этой атакой разгоняют по всем СМИ очень сильно. Такое обычно неспроста. А что спрашивает, к чему я отключался чуть-чуть, Александр? Смотрите, тут вопрос от Андрея, что разгоняют очень сильно по России эту тему с атакой. Да, это я слышал, и, да? и лишение гарантий безопасности, ну, чтобы лишить его вот этой личной неприкосновенности Зеленского. Но я сейчас хочу просто отметить, Андрей, для вас, и вы тоже что прокомментировали, Игорь Владимирович. Отмена гарантий личной безопасности не означает устранение. Смотрите, друзей повыбивали, Ермака, Миндича, Юзика, аппаратно подмочили, очень серьезно подмочили. Депутатов слуг народа в парламенте нет, монобольшинство, парламент можно распускать, ну, в нормальных условиях имеется в виду. Все, оно закончилось де-факто раньше, а де-юре может закончиться вот сейчас, благодаря НАБУ. Нет монобильшести зеленой. Все, до свидания. А тут еще по тебе может прилететь. Ты уже на фронт не поедешь, уже не будешь там, ну как, рысаком мотаться, там возле стел фоткаться. То есть все. И это обкладывают просто с разных сторон. И кажется, что кольцо это сжимается. Да, абсолютно точно, абсолютно правильно.
это напоминает кольцо. Это напоминает, берут в окружение, берут в плен, так сказать, в плен совершенно других вещей. Поэтому, ну так где-то. Так, друзья, поехали из сообщества YouTube. Вопросы. Может ли перейти война в следующем году в гражданскую после заключения мира? И как после заключения мира это остановить? Благодарю, всем добра. Может остановить двумя путями. Прекратить жить нарративом анти-кто-то, анти-Москва, анти-Вашингтон, анти-Брюссель, анти-Пекин, стать проукраиной и в середине Украины принять законодательно вещи, которые я предлагаю не первый день, не первый месяц и даже не первый год. Мораторий на вопросы языка, истории, религии. Убрать максимально все, что разделяет людей. А сосредоточить внимание на развитии, на построении, на том, что дает толчок вперед. Добрый вечер, Александр и Игорь. Вопрос к Игорю. Может ли Зеленский использовать выборы и референдум, чтобы усилить бусификацию? Заранее спасибо и с наступающим. Там хуже. Если вот не зря же этот Миша Трелямов вылез, подоляк который, и говорит, у Хельта не до выборов. Это же такая тема. Кто будет это определять? Определить. Помощник. Ох, понеслась, Игорь Владимирович. Понеслась эта вся история по кочкам, понимаете. Не услышали мы там должным образом ответ. Я просто хочу добавить, может сейчас связь подналадится. По поводу ухилянтов пошла реальная отработка. Мэр Днепра выполз и говорит: мусор в городе. А кто виноват? Ухилянты. Они заказывают доставку, сидят вот это по хатам, мусорят, понимаете, вот это вот все. И ты сидишь и как бы прозреваешь, а что, так можно было? Ну, во-первых, это нарратив войны. Филатов вроде был адекватен, но он туда переметнулся, к этим зеленым. А во-вторых, подожди, ты в своем уме? Это, понимаете, такое ощущение, что у нас конец года все окончательно свихнулись. Зеленский говорит: я готов встретиться с Путиным, если россияне не боятся. Говорит, Трамп хочет, чтобы минимальная или как средняя зарплата Украины выросла в 3 раза. Филатов говорит, мусор в городе, ну потому что ухилянты. Причем самое интересное, там потом добавляет вскользь, ну да, там транспорта не хватает, водителей, тех не хватает. Поэтому по поводу ухилянтов как бы немножко не получилось открыть тему. Игорь Владимирович, вижу, вы на месте. Да, по поводу ухилянтов. Так вот, ухилянтом можно назвать, кого надо власти, чтобы убрать с избирательной кампании. Вот ухилянт тот кандидат, ухилянт помощник этого кандидата, ухилянт члены комиссии вы подали этот, и полностью выстроить систему выборов под себя. Определять ухилянтов. Откуда их будут определять? Кем будут определять? Законодательно понятие ухилянт есть? Нету. Миша Трелямов лазит и рассказывает это всей стране. Это просто нам навязывают. Да, просто, конечно, показывает какое-то нелепое шоу, 100%. Значит, я понял, это нам Игорь Владимирович интернет как бы намекает, что надо немножко ускоряться и быть лаконичнее. На месте идем дальше, да? Слышите?
Слышите, поехали. Значит, Да. вот такой вопрос. Как-то незамеченной осталась статья в Нью-Йорк Таймс про подробности последнего массированного обстрела Киева. Из нее следует, что в ту ночь, кроме ракет и беспилотников, сбили упряжку Санты-Клауса. Пострадавшим оказана помощь. Менее контуженный олень Рудольф сказал подробности, что возвращался с празднования католического Рождества. Маршрут не согласовали, надеялся на авось. На вопрос ветеринара, будет ли мир в 26 году, ответил следующее. Если есть хоть один украинец, который собирается нарушить рождественский пост ради празднования Нового года, и он в последний момент передумает и останется верным Богу и церкви, не станет есть сало и сваренный холодец, то будет мир. Знает ли ваш гость такого человека? Или, может быть, сам Мосейчук сделает выбор между миром и салом? Ну, смотрите, я не вижу взаимосвязи между миром и салом. Пост это важно. Я не держу этот пост рождественский. У меня вообще как бы из-за состояния здоровья я могу никакой не держать, но я, как правило, для себя выбираю и раз в году держу Великий пост перед воскресением Христовым. Вот. Нет, ну в любом случае понятно, что это такой околопраздничный такой сарказм, шутка. Здесь как бы не в какой-то там, не в какую-то претензию, Игорь Владимирович. Так Да-да. что вера должна быть в душе человека. Более того, отвечу словами покойного митрополита Владимира. Главное, чтобы люди в пост не ели друг друга. Это да, это самое главное. Так, ребятушки, вопросы полетели. Из чата. Указ о Крыме, базы НАТО, отчеты УБСЕ. Киев готовил войну. Почему вы выгораживаете Зеленского и называете ответ России агрессией без причины? Вот такой вопрос. Смотрите, то, что Зеленский провоцировал Путина, я, допустим, не отрицаю. Но в то же время, пускай дорогой и уважаемый зритель даст мне ответ. А зачем было начинать так называемое СВО против целого народа, если на момент начала этого так называемого СВО рейтинг Зеленского приближался к плинтусу, а СВО подняло его наверх, завело его в парламенты мировые и сделало его чуть ли не мировым политиком мирового уровня и так далее, и так далее. Нет, смотрите, это немножко, Поэтому Игорь Ильич, тут я должен немножко здесь вмешаться, потому что это немного о другом. Смотрите, в 2021 году Зеленский подписывает указ о деоккупации Крыма. Учения НАТО проводятся. Я недавно переслушал, не знаю, может вам тоже попадалось, ну просто люди вспоминали. Помните, парад проходил в Киеве перед войной большой? да, И там речь Зеленского была. Ох, какая интересная речь! Ну тогда все как посмотрели, ой, День независимости, красиво, нет, так парад. я не отрицаю, что он провоцировал. В Мюнхене я помню все. Я помню, как к нему Камала Харрис подошла и сказала, что это самоубийство. Я все это помню. Я помню встречу Байдена с Путиным, когда тот пукнул или кивнул старческой головой в ответ о том, что будет вторжение, и Америка не делала ничего, чтобы этого предотвратить при Байдене. Я все это помню. Но в то же время я помню отношение украинского народа к Зеленскому на момент вторжения. И как в 22 году они подняли на этом рейтинг. Это же правда, правда. У нас, к сожалению, зеленый Гринч украл не только наше православное Рождество украинское, а еще и интернет. Поэтому нам очень плохо сейчас живут. Да, ну смотрите, рейтинг рейтингами, ну там атаковали же Донецк и Луганск, пишут пользователи.
когда атаковали? В 22 году, Да, в феврале да, месяце? да. А могут привести моменты, где происходили атаки? Донецк, Луганск. Луганск, станица, Не-не, памятник. конкретно, какие числа, куда? Ну, Кировский район Донецка, станица Луганская, вот это вот восточная квартала Луганска. Там обострение было, и ОБСЕ действительно фиксировало, ну, усиление такое значительное. Ну, плюс этот, понимаете, мне это почему напомнило сегодняшний день, почему я так об этом вспомнил? Потому что сейчас это нечто похожее. Вот полетели беспилотники, россияне говорят, это атакуется резиденция Путина, и подняли просто, ну, планку до неба и вообще переговоры поменяли. Тогда примерно была тут такая же похожая ситуация. Там Нет, были... я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, Александр. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите и куда мы попадаем. Я это все четко понимаю. Но вопрос в том, что обе страны, значит, руководство обеих стран, были настроены на войну. Вот и все. Были совершенно другие способы устранить то, что происходило. Их не воспользовались ими. Ни одни, ни вторые. Одни вообще зеленые бегали, как я говорил, медведь спит в берлоге, они обмазали в дерьме палку и в эту берлогу тыкали. Это приблизительно так выглядало, пока медведь не проснулся. Это самое, но в то же время и там могли использовать совершенно другие методы, а не прямое вторжение. Мгм. Так, значит, э, следующий вопрос, друзья. А, Так, ага. Значит, ну, тут про Раменское пишут люди, авария там. а, Да, аэропорт Донецка забыли. Смотрите, там пляжи наваливают люди, там какие-то моменты. Спасибо, друзья, все прекрасно понимают. И я еще раз говорю, это параллель с сегодняшними событиями с дронами по резиденции, как бы по резиденции в каком-то таком количестве, да, которое описано, там есть уже все равно, совпадение, несовпадение. А, Александр, вы же понимаете, что Нет, сейчас... смотрите, я хотел просто сказать по Александр, поводу дронов. Надо было сказать, изначально не надо было бежать и спотыкаться, и все вместе признавать. Вести себя надо было изначально по-другому. А мы же, ну, украинская сторона все признает, понимаете? Ну, то, с Александр, чего вы начинали. Александр, да, абсолютно, я вам скажу другое. Вчера Путин получил позыв выйти и официально объявить войну. И такие голоса уже раздавались в Российской Федерации. Поэтому я прекрасно понимаю остроту момента. Я прекрасно понимаю, что поведением своим Зеленский и зеленые гниды дали козыря, как любит говорить Трамп, в руки Путина. Вот. Но я также прекрасно понимаю, что есть там с вами народ, который от этого страдает. И если вариант будет избран уничтожать народ, а не бороться с зеленой, ну тогда это вот совершенно другая история. Да, друзья, давайте вот всем большое спасибо за поздравления. Сегодня такой необычно тяжелый эфир из-за технических моментов, но я все равно благодарен, что вы с нами, и что пишете, общаетесь и вопросы задаете. Значит, Игорь Владимирович, вот такой финальный вопрос наш сегодняшний от Лины Востроиловой. Мне, пишет Лина, для счастья нужен камин, кресло-качалка и чашка кофе. А что вам нужно для праздничного настроения, Игорь Владимирович? Для Украины я
Желание первое – это мира нашей стране. Желание второе – это здоровье и успех всем своим родным, близким, друзьям, товарищам. Ну, а третье у меня есть личное желание, и с вашего разрешения, пускай оно останется между мной и Господом Богом. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что сегодня побывали на этом таком эфире. Вот понимаете, вот весь год, да, вот весь год вот в этом одном эфире. Ну, я имею в виду в технической стороне этого, этого вопроса, понимаете? Да, вот это вот. Зеленый Гринч украл наше украинское православное Рождество и наш эфир ворует. Да, понимаете, все как бы совпадает. В любом случае, друзья, всем большое спасибо за то, что были с нами. Сегодня еще будет видео, завтра еще будет видео и эфир. Потом немножко, как говорится, перекурим 1 числа. Ну и дай бог проснемся ко 2. Это тем людям, которые спрашивают, какое расписание на канале. Всех с наступающим Новым годом. Добра и света. Игорь Владимирович, спасибо за время и мысли. И с наступающим вас. Олександр, спасибо вам, вас з прийдешнім Новим роком, всіх наших глядачів з прийдешнім Новим роком, миру всім нам, здоров'я, достатку нашим родинам, и чтобы в следующем году мы провели с вами, Александр, эфир в студии города Киев. Или Донецка, или Луганска. Ну, а чего? Можем телемост сделать. Не-не-не, смотрите, а чего? Мечтать так мечтать. Александр, смотрите, я вполне не исключаю, что мы с вами в следующем году можем под следующий Новый год встретиться под пальмой Меркурия. Ну, дай бог, да. Друзья, всем мира и благополучия. Увидимся.